езда на велосипеде дает о себе знать, если честно. И много ходьбы по горам тоже. Друзья, всем привет! С вами Сергей. Я сейчас нахожусь у профессионала по массажу триггерных точек Нурлана. И как я сюда попал, коротко расскажу свою историю. Год назад я снимал видео о том, как боролся с грыжей. У меня грыжа у 4-5 позвоночника была между и 7,5 мм. Делал упражнения, занимался на инверсионном столе. Об этом целая история есть. Вот ссылочка вышла, можете посмотреть. На ней заострять внимание не будем. Но к триггерным точкам я пришел потому, что в течение года я пробовал делать растяжку и сталкивался с такой проблемой, что у меня нижняя часть мышц на ноге словно как струна натянуты. Но при этом, когда я пробовал делать растяжку, я чувствовал, что идет все со стороны от ниже лопаток точки. И пробовал делать сам себе массаж триггерных точек. Я смотрел обзоры, многие из вас писали под прошлым видео с инверсионным столом, что это помогает. Временно, да, помогало, нога выпрямлялась вроде как, но буквально уже к вечеру или на следующий день все, опять все стягивалось. То есть не настолько эффективно было, просто не хватает самому сил и опыта надавить на точку, найти ее, как это происходит. Поэтому я оказался у Нурлана, нашел объявление, где было сказано, что это не расслабляющий массаж, а массаж, где будет больно, но при этом описано, какие симптомы снимает, что будет происходить с мышцами. Сейчас Нурлан об этом поделится. И также я увидел, то, что есть YouTube канал, где Нурлан загрузил несколько видео, там мужик такой в теле, нормальный, и Нурлан его мнет. И тут я уже понял, что если он проминает такого мужика, то меня точно сможет промять, и не ошибся. Сегодня у меня 3-й сеанс, и уже результат заметен даже после первого сеанса, когда Нурлан рассказывал, показывал, где находятся вот эти точки, образуются, из-за чего образуются, и разбивал, мышца просто начинает растягиваться и вставать на место, словно возвращается та эластичность, и появляется ощущение легкости. И я уже спокойно прохожу, допустим, проходил 5-7 километров, если по городу, то начинал чувствовать усталость и напряжение в правую ногу и хромал. Сейчас такой проблемы нет, недавно ходил на базар, потом гулял по городу и все отлично. В горах прохожу по 14-20 километров, это без проблем, потому что упражнения от грыжи помогли. И теперь осталось остановить все свои мышцы, чтобы не переживать, что при каком-либо упражнении или игре с ребенком, с котом у меня опять вылезет межпозвоночная грыжа. После восстановления мышц максимально займусь собой, чтобы скинуть этот жирок уже, которого скопилось много. Да, кстати, именно еще большой вес влияет на это все. Такого вы у меня еще на канале не видели. Нурлан, сколько лет уже занимаетесь данным массажем? Около 15 лет. В 2002 году я закончил курсы массажа, а уже в 2004 году я поступил в медицинский колледж и получил медицинское образование. И с тех пор я занимаюсь массажом. А какие вообще симптомы, что именно данный массаж может помочь человеку, как они все проявляются? Ну, именно миофасциальный болевой синдром – это идет заболевание мышц, которое идет именно от триггерных точек. Триггерные точки – это такие уплотнения, узел получается, который укорачивает мышцу. И вследствие этого идет, получается, головная боль, давление, шум в ушах, ощущение стянутости в шее, тугоподвижность, получается боль в спине, ягодицах. Везде, где во всем теле, где образуются именно триггерные точки, они именно причина миофасциального болевого синдрома. Как вообще влияет воздействие на триггерные точки, то есть что происходит с ними, когда на них давите, делаете данный массаж и ощущение человека? Вообще, вот этим методом миопрессура, само миопрессура слово идет от слова мио и прессура. Мио – это мышца, а прессура – это давить, то есть с помощью давления мы уничтожаем эти триггеры, получается. И у человека начинает идти облегчение, то есть все полностью мышцы восстанавливаются, и человек себя чувствует хорошо, порхает, можно сказать. У каждого человека свой болевой порог. Здесь подход получается индивидуальный, потому что девушки спрашивали,
видели, как я тут лежал, чуть ли не кричал, ползал, и боятся то, что с ними то же самое произойдет. То есть здесь подход индивидуальный каждому. Сразу такое давление не идет. Ко всем, получается, идет индивидуальный подход. То есть сначала идет диагностика человека, полностью смотрю его, и уже потом выбираю ему, какое давление ему нужно. Да? А потом со временем уже начинается, то есть еще больше и больше мы, ну как сказать, увеличиваем давление, да, когда уже человек уже привыкает к этому, можно сказать. Вот так вот. Тут хочу еще поделиться опытом. Второй сеанс проходил более болезненно, но при этом здесь даже не та боль, что физическая, а она более какая-то эмоциональная идет, то, что со всех сторон, то с одной стороны помяли, с другой стороны, и в мозг поступают вот эти импульсы, что у тела там боль, там боль, там боль, и он начинает организмом, как бы телом управлять, чтобы тело спрыгнуло со стола, ползло, ну, неконтролируемые такие ощущения, сложно, конечно, их передать, но при этом буквально сразу после того, как Нурлан заканчивает с определенным местом, тоже плечо, спина, то уже чувствуешь, как приток крови поступает в мышцы, и все распространяется, все мышцы ложатся ровно на свои места, там, где они и должны быть, что очень даже радует, себя чувствуешь легко, действительно. Да, можно я дополню то, что вы сказали сейчас. Вы правильно подметили то, что когда вот делаем именно массаж, идет боль очень сильная. И вследствие этого, да, вы правильно сказали, что идут сигналы в мозг, и как бы человек испытывает боли, и организм начинает сопротивляться. После массажа у некоторых появляются синяки. Это не страшно. И мозг начинает уже после этого уже по-другому, как сказать, ну, уже давать оживление, да, получается, заново он получает восстанавливаться, и он дает такие сигналы, чтобы организм начал регенерировать, да, полностью. И идет полностью заживление вот этих триггерных точек, и уже мышца сама начинает, как сказать, приходить в свою норму, и человек себя чувствует легко очень. Отлично, спасибо. Несколько моментов, как это все происходит. О конечном результате я, конечно, запишу отдельный выпуск от начала до конца, как это все происходило. Будете видеть моменты, вы увидите мой результат. Сколько сеансов займет, это зависит только от человека, насколько он долго ходил с ними, да? Да, все зависит именно от структуры человека, какой он, худой или там полненький. Разные, да, бывают типы людей, и поэтому количество сеансов зависит именно от человека, да, и от факторов, как сказать, ну, насколько он запущен. Может идти и 5 сеансов, может и 10, у кого-то 20, у кого-то 30, но пока человек полностью не восстановится. Поэтому говорить о том, что только вот 10 сеансов, это неправильно, да. За 10 сеансов я, можно сказать, ну, таких людей не лечу. Вот так вот. Больше, как правило. Да, да, больше. Ну, все, говорю, по-разному. Бывает, сделают только 2-3 сеанса, и уже человек себя хорошо чувствует. А с какими симптомами чаще всего обращаются? Чаще всего обращаются с головной болью, с давлением, потом... То есть это даже давление помогает? Да, именно люди, например, многие люди не знают, например, вот у людей много, голова болит, очень сильная головная боль именно в затылочной области, лобной области. Идет полностью покраснение глаз, там, шаткость, они пьют таблетки там всякие, это им сначала помогает, а потом уже ничего не помогает. А основная причина 90% головных болей идет из-за грудино-ключично-сосцевидной мышцы. То есть в ней появляются триггерные точки, и они начинают укорачиваться. И голова начинает уходить вперед, и начинаются вследствие этого всякие вот эти головные боли, давление, все от них идет. Люди об этом не знают. Я не знал. Да, и об этом не знали. А вот как вот книга вышла Janet Travel и Симмонс, 2 части тома, можете даже почитать, в интернете скачать, почитать. Там все ясно написано про этот метод сами, такой синдром. Из нашего разговора, думаю, вы поняли, что проблема моя с грыжей была не совсем в позвоночнике. Я занимался всегда спортом, вел активный образ жизни, но и при этом у меня был сидячий образ жизни, за компьютером постоянно работа. И привел меня к такому, то что мышца с правой стороны, скорее всего, сжали, почему у меня грыжа и выше. Плечо право чуть ниже опустилось. То есть проблема была большая часть, скорее всего, мышц. Сам позвоночник так просто не сожмется, не свернется, только мышца же его
стягиваются. Если у вас болят, например, мышцы, позвоночник болит, у вас плечи, ноги болят, позвоночник лечить не надо, надо лечить мышцы. То есть все идет из-за мышцы, из-за миофасциального болевого синдрома. Это идет заболевание мышц, которое идет от триггерных точек. То есть не надо закачивать, не надо там еще что-то делать. Надо полностью сначала устранить эти триггерные точки, а потом уже можно заниматься всякими физическими нагрузками. Да. Ну вот и получается, я делал упражнения изначально, но не делал массаж. Упражнения хоть мне помогли, но привели к такому результату, что нога натянута, мышца на ноге натянута как струна, полноценно ее выпрямить не могу. Хотя в 2018 году запросто все упражнения делал и запросто ноги поднимал выше головы, опускался к ногам. А теперь всему придется учиться заново с правой ноги, и благодаря уже Нурлану, надеюсь, в скором времени мышцы в норму полностью придут. Параллельно массажу я делаю упражнения, растяжку, как и посоветовал Нурлан, и уже вижу результат, но о нем чуть позже, в следующем уже выпуске. Ну и вот несколько моментов, как это все происходит, сами все увидите. Да, крики есть, я взял с собой дополнительное полотенце, чтобы его кусать, если честно. Так легче переносить боль и сам массаж. Легче? Угу. Да, я чувствую, мышцы уже мягче стали. На эту сторону больнее. Здесь все чувствуется, да. Здесь сильно. Да, вот она. Здесь временная мышца у нас вот она у нас стянута. Кстати, отдает боль в голову. Да, это идет тоже одна из причин головной боли. Прям чувствуется, да. Узел. Когда дышишь, глубоко помогает. Да, самое главное дыхание. Сейчас мы начинаем прессуру лестничных мышц. У многих из-за того, что здесь появляются триггеры, идет сдавление нерва и идет, у многих идет онемение руки полностью аж до пальцев. Проблема именно здесь идет. Начинают сдавливать нервы. Поэтому мы с помощью миопрессуры будем убирать эти триггерные точки. Вот сейчас клиент это почувствует. Я чувствую. Стоит. Как ощущение? Стараюсь расслабиться. Здесь прям чувствуется. Вот они прям мышцы прям напряжены. Я даже не думал, что здесь может быть у меня проблема. Да, вот это чувствуете? Да. Прям твердо. Это называется именно миопрессура. Откроем рот. Здесь жевательные мышцы тоже дают головную боль. Вот здесь. Сейчас. Вот чувствуется. Да. Вы понимаете, что везде мышцы забиваются, как бы там ни было, даже если вы этого не чувствуете, я не думал, что у меня проблема где-то с шеей, что здесь что-то может забито. Да и в груди при первом сеансе, когда делали, это, блин. Сейчас. И вот в этой части у нас получается тоже имеются триггеры. То, что вы видите на спине, это от прошлого массажа. И плюс банки ставили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Руку вверх. Сейчас. 8, 9, 10.
Сейчас будем делать ромбовидную мышцу. Это у кого болят между лопаток. Здесь очень много образуется триггерных точек. Прессуру именно малоягодичной, среднеягодичной. От малоягодичной идет боль. Прям получается по ноге, по бедру и может прям вот до стопы давать боль полностью. И полностью это среднеягодичная может отдавать сюда, в поясницу тоже. У многих, когда уже ягодичные мышцы перестают работать на себя, берет вся работу квадратная мышца. А когда уже и квадратная, и ягодичные мышцы отключаются, на себя берет задняя поверхность бедра всю работу. Поэтому мы делаем полностью заднюю поверхность. Начинаем. Да, еще у многих из-за того, что квадратная мышца укорачивается, таз бывает перекашивает то вверх, сюда налево, то вот так вот бывает перекашивает. И становится, соответственно, одна нога короче другой становится. У меня как раз походу такая ситуация. Вот так, квадратная мышца вот у Сергея укорочена. Кто любит смотреть, как человеку больно? Наслаждайтесь. Я уже не могу. Я после прошлого раза еще в шоке. Одна из болезненных вещей у меня это вот эта мышца с бедрами. Именно она у меня сейчас проблемная. И терпеть очень сложно. Тут, когда мы надавливаем, начинается прям сильная отраженная боль. Секундочку. Сегодня это тяжело дается. Мы сейчас это сделаем и все на сегодня. Потому что нагрузка для организма сильная. После того раза. Вы же когда? В субботу, да? Пятница вечером. Это не тайский, не балийский массаж расслабляющий. Ну после него вы релакс поймаете. Почему я это записываю? Я просто хочу показать, как это действительно все происходит, чтобы знали, к чему быть готовы. Но без этого не справиться с мышцами. Часто в икроножных мышцах бывают судороги. Это тоже связано с тем, что здесь образуются триггерные точки. Они укорачивают мышцу, и при ходьбе, и если плаваете, то у вас начинают судороги прям схватывать туда в икроножных. Поэтому мы сейчас будем это все продавливать. И это очень болезненно. Самые болючие места. Я тоже уже кричать не могу. Вот видишь, прям триггер. Ну, я их ощущаю. Езда на велосипеде дает о себе знать, если честно. И много ходьбы по горам тоже. Капец. Что-то сделаем, все. Массаж занял
около часа. Но для меня он длился с одной стороны вечность, с другой стороны доли секунды. И сейчас телу так хорошо. Ну вот так вот выглядит спина после сеанса, после третьего сеанса. Здесь у меня была сильная складка. Я вначале, к сожалению, ее не заснял, но сейчас намного меньше. То есть правая сторона прям хорошо распрямляется, она у меня была так низко сжата. Да, это из-за того, что была квадратная мышца укорочена прям сильно вот так. И сейчас уже более-менее выпрямилась. Так что, ребят, вот видели весь процесс, как это происходит и что это эпично, но работает. Итак, левая нога, как я говорю, нормально у меня опускается, сами видели. До массажа правая нога вот так. И здесь стопорилась. Вот сейчас я чувствую, что легкое напряжение есть. На тот момент до всех массажей у меня здесь уже мышца натянута была. Сейчас я ее могу вот так опустить. У меня при этом позвоночник остается почти ровно вот здесь. А там уже сдвигался в сторону, вправо-влево. То есть вот результат. Продолжаю дальше заниматься, растягиваться и делать массаж. Вскоре уже нога полностью будет опускаться. И всем пока, до встречи в новых выпусках. Будьте здоровы, не болейте. Всем удачи. Будьте здоровы. Приходите, если моя нужна помощь вам.